Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Сегодня я приготовлю свой любимый десерт тирамису, разнообразив классический рецепт новыми сезонными вкусами и современными технологиями. Я надеюсь, вам понравится этот чудесный десерт тирамису. Один из слоев нашего десерта я сделаю из малины. Вы, если хотите, можете взять любую другую ягоду. Итак, я беру малину и кладу ее в сотейник. К малине я добавляю сахарную пудру. И сотейник ставлю на плиту на небольшую скорость. Жду, когда малина закипит. И помешивая, буду ее кипятить приблизительно 2-3 минуты. Я прокипятил малину 2 минуты и теперь сотейник убираю с огня. Даю ей немножко остыть. И пока малина остывает, я возьму листовой желатин и положу его в холодную воду. Если вы привыкли пользоваться гранулированным желатином, то смотрите, что написано на упаковке. Чтобы не было косточек, я малину просею через сито. Набухший желатин я отжимаю от воды и кладу в стакан с еще теплой малиной. Все размешиваю. Конфи из малины я наливаю в силиконовую форму. Форму с конфи из малины я убираю в холодильник, а точнее в морозильную камеру. Пусть она там замерзнет. А сам начну делать бисквитные коржи. Обычно для приготовления десерта тирамису используется готовое печенье савойярди. Оно бисквитное, и теперь я сделаю бисквит. Для этого я беру 2 яйца и отделяю у них желтки от белков. Белки я взбиваю миксером. Белки я взбил, а в желтки я добавляю сахар и размешиваю их венчиком до тех пор, пока они не поменяют свой цвет на бледно-желтый и не объединятся с сахаром. Несколькими частями я белки кладу в желтки и перемешиваю все аккуратными движениями снизу вверх. Я объединил желтки с белками, а теперь просеиваю в них муку, картофельный крахмал, горький какао, немножко ванилина и щепотку соли. И все полностью размешиваю деликатными движениями снизу вверх. Полученное тесто для бисквита я перекладываю на силиконовый коврик с перфорацией. Если у вас нету такого коврика, то вы можете просто положить на пекарскую бумагу. Я разравниваю тесто. Противень с бисквитным тестом
я убираю в духовку, которая у меня разогрета до 160 градусов на режиме вентиляции. Выпекать я буду 15 минут. Готовый бисквит я достал из духовки, а теперь я его нарежу на ровные кружочки для нашего тирамису. Вот такие вот кружочки получились у меня. Бисквиты я отставляю в сторону, а сам начинаю готовить крем для тирамису. В 4 яичных желтка я добавляю сахарную пудру и ставлю на паровую баню. Мне надо довести желтки до температуры 75-80 градусов, чтобы убить все бактерии. Чтобы яичные желтки не заварились, их надо постоянно помешивать. В большую миску я кладу сыр маскарпоне. Это основа моего будущего крема. Добавляю в него уже остывшие термически обработанные яйца. И все размешиваю венчиком. У меня получился однородный светлый крем. Теперь я его отставляю в сторону. Беру желатин. Замачиваю его в холодной воде приблизительно на 10 минут, а сам взбиваю холодные из холодильника сливки миксером. Сливки я взбил, но сильно их взбивать не надо. Вот такой вот консистенции вполне достаточно. Теперь сливки объединяю с кремом. И все размешиваю венчиком. Тем самым я крем немножко взбиваю. Крем для тирамису практически готов. Теперь мне его надо закрепить. Для этого я беру желатин, отжимаю его от воды, кладу в миску и убираю в микроволновую печь буквально на 7-8 секунд, чтобы его подогреть. Желатин переливаю в крем. И все окончательно размешиваю. Готовый крем я перелил в кондитерский мешок и теперь заполняю формы для тирамису. Но заполнять я им буду не до конца. В середину своего десерта тирамису я вставлю конфи из малины, который я достал из заморозки. Заполню оставшуюся форму кремом. А бисквиты я обмакиваю в остывший кофе и кладу сверху. Форму с тирамису я уберу в морозильную камеру. Надо ее остудить до минус 18 градусов. Обычно я ставлю тирамису на всю ночь. А сейчас я сделаю шоколадную глазурь для покрытия нашего десерта тирамису. Для этого сливки я наливаю в сотейник, добавляю воду и сахар.
Ставлю сотейник на плиту и, помешивая, доведу все до кипения. Смесь закипела. Теперь я туда добавляю какао и довожу до температуры 103 градуса. Обязательно я буду использовать термометр. Мне очень важна именно эта температура. Температура достигла 103 градусов, и я убираю сотейник с огня. Листовой желатин я замачиваю в прохладной воде. А слегка остывшую глазурь переливаю в емкость с высокими бортиками. Отжимаю желатин от воды. Кладу в смесь и погружным блендером взбиваю в течение приблизительно 3-4 минут. Чтобы не было пузырьков, мы нашу глазурь пропускаем через сито. Готовую глазурь я накрываю в контакт пленкой и ставлю в холодильник. Мне надо добиться, чтобы у нее была температура 35-40 градусов. Глазурь остыла до 35 градусов. Теперь я достаю тирамису и начинаю покрывать его глазурью. Глазурь начала застывать, и теперь я могу тирамису перекладывать на подставку. Зубочистки убираем. И теперь мы наш десерт можем украсить нашим фирменным логотипом. Для того, чтобы сделать фирменный логотип, я растопил шоколад, выдавил его ровными кружочками на пленку, взял металлический штамп, заморозил его и прижал к шоколаду. Через несколько секунд у меня все готово. Вот такой прекрасный, красивый, очень вкусный десерт тирамису получился у меня. Ну а вы, дорогие друзья, не стесняйтесь и попробуйте повторить это все на своих домашних кухнях. Угощайте близких, друзей и родственников. Им точно это понравится. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!